Привет, леди и джентльмены! Обычно у нас все веселенько, но раз в 5 лет случается страшное. Есть такая организация, классификационное общество. У нее много личин. НК, Lloyd, РМРС, не дай вам бог зайти в РФ под российским флагом. Благодаря этим обществам мы обязаны с определенной периодичностью предоставлять механизмы в непотребном виде для продления сертификата. Сегодня мы не просто раскурочим насос, мы его проинспектируем, сделаем для инспектора сочные фотографии, снимем замеры, заменим то, что явно не переживет следующие 5 лет. Да, как же я охренительно упаковываю 32 человека часа работы в 10-минутное видео. Электрический наш инженер любезно скинул провода с электродвигателя. Выглядит довольно безопасно. Насосик у вас не абы какой, а ортодоксальный японец от корпорации Тейкоку. Снимаем весь медный обвес, импульсные трубки, манометры, сепаратор циклонный, его мы, кстати, уже проходили. Раздаем муфту, чтобы с корнями все не вырвать. Электродвижок снимаем вместе с корзиной. Вот эта штука. Удобно, комфортно. Один момент, если перед этим вы клапана не закроете по какой-то причине, вам будет грустно. Дальше, крышечку открываем и всю нутряночку мы заберем с собой в токарку. Пока мы здесь. Нам нужно снять два замера, а именно внутренние диаметры casing rings. Их можно менять, это расходняк. И для дефектации нам необходимо снять замер. У меня проблема с микрометром нужного размера, его просто нет. Поэтому я измеряю кронциркулем. Так себе точность, конечно, но выбора нет. Пока мы здесь, откупориваем на инспекцию и цинковый протектор. Он, кстати, в таком хорошем состоянии, потому что ему всего полгодика. Про цинки мы, кстати, тоже уже разговаривали. В токарочку. Болты и шайбу долой. Стягиваем импеллер. Это, кстати, гидравлический съемник, и он серьезно облегчает нам жизнь. Но помни, чем больше сила, тем больше ответственность, Питер Паркер. Сняв и зачистив импеллер, снимаем замеры с его шеек. Тут микрометр у меня уже есть. Теперь, имея замеры casing rings и импеллера, высчитываем полный зазор, делим его на 2, чтобы получить зазор на сторону, и сравниваем полученный результат с таблицей, она есть в инструкции к насосу. В моем случае зазор меньше лимита, в противном случае необходимо было бы заменить casing rings. Отдаем крышку сальника и вытягиваем вал, крышку и сальник. В крышке есть запрессованный графитовый подшипник, тоже, кстати, заменяемый. Степень его износа тоже определяется путем вычисления зазора и сравнения его с лимитом. У меня тут все нормально, менять не будем. Прежде чем снять сальник, замерим-ка мы глубину его посадки на вал. Это нам пригодится при сборке. Дальше снимем его и проинспектируем. Снаружи выглядит удовлетворительно, ила практически нет, циклонник явно выполняет свою функцию. Рабочие поверхности и инспекцию, к сожалению, не пережили, сальник накопил слишком много усталостных трещин и рассыпался при демонтаже. Поэтому, если запасного у вас нет, то и нехер в этом случае лезть в насос, иначе вы его просто не соберете. Судя по истории, этот трудяга служил верой и правдой 5 лет. Славный малый. На втулке вала в месте работы торцевого уплотнения ярко выраженные следы питтинг-коррозии. Не будем дожидаться протечки и заменим втулку превентивно. Тут могут возникнуть сложности, главное это оставаться спокойным. Торцевое уплотнение. У меня графитовый представитель боится всего. Ударов, грязи, давления и рук из жопы. Статичная часть имеет канавку, а крышка специальный стопор. Их необходимо совместить, это защита от проворачивания. Резинку смажем, что облегчит процесс установки. Надеваем сборку на вал. Рабочую поверхность обезжириваем спиртом. Также точно поступаем и с вращающейся частью. Резинку смажем, насадим на вал и обезжирим. Теперь нам понадобится замер, что мы снимали до того, как разобрать. Оба уплотнения, старое и новое, по высоте одинаковые, поэтому
новый сальник ставим на ту же глубину, что и старый. Фиксируем. С этого момента аккуратно обращаемся со сборкой. Да, кстати, прокладочку обязательно нужно накинуть сейчас, потому что потом забудем, придется опять все разбирать, а оно нам не надо, правильно? Устанавливаем вал в крышку. Фиксируем болтами от руки. Финальную обтяжку мы произведем уже на месте. Посадочные поверхности вала и импеллера необходимо хорошо зачистить и чем-то помазать для облегчения посадки. Аккуратно, избегая сильных ударов, нужно насадить импеллер. Затем нужно зафиксировать его шайбой, шайбу зафиксировать болтами, а болты зафиксировать специальным стопором. В корпус закидываем новую резинку, смазываем ее, чтобы не завернуло при установке, устанавливаем все на место, затягиваем. Ставим на место электродвигатель. Этот дурачок весит 900 килограммов. Так просто в уме эту информацию держим на всякий случай. Закидываем обвязку и теперь можно открыть воду. Замеры записываем в таблицу, в каждой компании она своя. Фотографии. Нам нужны фото, подтверждающие вскрытие и дефектацию насоса. Насос, общий вид, корпус, импеллер, замер, торцевое уплотнение. Все это мы кладем в папочку, скидываем деду, а он из этого делает survey-репорт и отправляет в офис. Ну вот и все. Можешь смотреть следующее видео. Сейчас будет всплывашечка.